Привет, армия. Недавно нам довелось посмотреть новый прямой эфир Тэхёна, и, как обычно, он был особенным. С самого начала они казались в своей стихии, расслабленные, наслаждающиеся жизнью и делящиеся друг с другом по-своему, как это делают только они. Это был один из тех моментов, когда им не нужно было много говорить, их взгляд и поведение говорили сами за себя. Каждый раз, когда они появляются в прямом эфире, происходит одно и то же. Тэхён в итоге заставляет замолчать тех, кто выдумывает истории или сомневается в том, что перед ними. Этот не стал исключением. Они выглядели счастливыми, с такой связью, какой у них нет ни с кем другим, показывая, что бы ни случилось, они всегда вместе. Многие вспомнили предыдущий прямой эфир, где Тэхён сидел на коленях у Чингука, жест, который удивил всех, потому что не каждый осмелился бы сделать это перед камерой, не говоря уже о том, чтобы так естественно. На этот раз они не повторяли этот момент, но химия и энергия остались прежними, независимо от того, насколько различались пейзажи или чем они занимались, все менялось. Когда они были вместе, они передавали одно и то же послание. Близость, которую они не могли скрыть, как бы ни старались. Больше всего меня привлекло, когда Чингук сказал, что собирается пойти поужинать с Тэхёном. Это была не шутка или что-то беззаботное, было ясно, что они давно об этом думали, это было частью их повседневной жизни. Более того, они говорили о том, что теперь не просто репетируют вместе, они начали гулять вместе, это было так просто, но так много для них значило. И самое лучшее было то, что они даже пригласили Арми присоединиться к ним, как будто они хотели открыть дверь, чтобы каждый мог увидеть частичку своей жизни. Эта деталь не осталась незамеченной, не у всех есть такая личная рутина, не говоря уже о такой интимной вещи, как прогулки с кем-то. Этот жест показал, как им комфортно вместе, и как они не боялись показать миру кусочек своей жизни. Те, кому посчастливилось встретить их на прогулках, могли почувствовать то, что видели другие на экране, как они заботились друг о друге, как они разговаривали друг с другом, как они слушали друг друга, и как они радовались простым вещам, всегда бок о бок. И это Тэхён, это не было наигранным жестом или постановочным моментом, это было что-то естественное, что ощущалось естественно с каждой трансляцией. Они становились ближе, интимнее, комфортнее, и это нельзя было подделать. Это было видно потому, как Чингук искал взгляда Тэхёна, потому, как Тэхён улыбался по-другому, когда был рядом, по общему молчанию, которое не было неловким, и по шуткам, которые никто не понимал. Эта прямая трансляция в очередной раз показала, что их отношения не зависят от того, что говорят другие, сколько бы слухов они ни создавали или теорий не пытались создать, то, что они показывали вместе, было кристально ясно. Это не было громким заявлением или запланированной сценой. Это был набор мелких деталей, которые, сложившись воедино, сложились в неоспоримую картину. Во время последнего прямого эфира Тэхёна случилось то, что случалось почти всегда, хотя многим это нравилось, критика тоже появилась, особенно со стороны некоторых фанатов Чжикука. Как только трансляция закончилась, они начали говорить, что увиденное нами ничего не значит, что Чингук и Тэхён на самом деле даже не были вместе. И даже осмелились сравнить его с любимчиком. По их словам, каждый раз, когда Чингук проводит прямой эфир, его любимчик всегда появляется рядом с ним, как будто это доказательство. Они даже дошли до того, что выдумали историю о том, что Чингук отказался ужинать с Тэхёном, потому что якобы должен уважать его отношения с любимчиком. На самом деле этот вывод абсурден, во-первых, потому что не все, что они делают, показано на экране, а во-вторых, потому что Чингуку и Тэхёну не нужно постоянно быть приклеенными друг к другу, чтобы показать, что у них есть. Их отношения так не складываются, если они проводят прямые трансляции вместе, то потому, что искренне этого хотят, не потому, что кто-то их заставляет или потому, что им приходится объясняться перед зрителями. А если они иногда общаются по отдельности, как в этом случае, то просто потому, что каждый занят своими делами. Чингук тренируется, а Тэхён ест. Это не значит, что между ними есть дистанция или что они не проводят время вместе. Это просто означает, что они находятся в разное время суток. Что касается предполагаемой отмены ужина, то тут тоже возникло недопонимание. Говорили, что Чингук не хотел идти ужинать с Тэхёном, но на самом деле все было наоборот. Идея пойти поесть после тренировки принадлежала Чингуку, а не Тэхёну. Он сам это предложил, как и в других случаях, когда Чингук первым строил планы. Это явно демонстрирует инициативу, интерес и желание провести время вместе.
Вот где это важно, Тэхёну не всегда нужно что-то показывать, то, что у них общего, можно увидеть в мелких деталях. Часто именно эти знаки все подтверждают, потому что они появляются естественно, без их предварительного поиска. Неважно, более ли они активны на одном живом выступлении или более расслаблены на другом, то, что они передают вместе, всегда показывает одну и ту же связь. Скептики часто сосредотачиваются на сравнениях или на том, во что они хотят верить, но правда проще. Чингук там, где он хочет быть. Никто не заставляет его выступать вживую, показывать себя кому-то или делиться своей рутиной. Если он выступает с Тэхёном, то потому, что он это чувствует, и потому, что он этого хочет. Нет нужды в запутанных объяснениях, его действия говорят сами за себя. Это последнее живое выступление подтвердило эту точку зрения, хотя каждый из них делает что-то разное, их взаимодействие кажется естественным, без напряжения и без какой-либо неловкости. Чингук остается таким, какой он всегда, готовым включить Тэхёна в свои планы, а Тэхён, с другой стороны, также расслаблен, демонстрируя, что их общий комфорт остается неизменным, даже несмотря на то, что они не всегда физически вместе. В конце концов, если оглянуться на их прошлое, так было всегда. Иногда они выступают вместе перед камерой, иногда делятся своими выступлениями наедине и показывают лишь часть. Не все показано, но и так достаточно ясно, Тэхён не фальшивит. Им не нужно говорить об этом вслух, они и так уже дали слишком много намеков в одном направлении. На самом деле происходит то, что некоторые предпочитают игнорировать очевидное. Для тех, кто хочет верить, каждое живое выступление – новое подтверждение. Для тех, кто не хочет, все станет поводом отрицать то, что они видят. Но в конечном счете это не меняет реальности. Чингук и Тэхён продолжают гулять вместе, делиться моментами и демонстрировать связь, выкованную повседневной жизнью, простотой и искренностью. Что всегда привлекает наше внимание, когда мы говорим о Тэхёне, так это то, как они понимают друг друга без слов. Некоторые до сих пор считают все происходящее между ними фан-сервисом, словно все постановочно для камер, но на самом деле разница ощутима. Игра – это одно, а то, что видишь, когда Тэхён и Чингук вместе, совсем другое. Их естественность невозможно подделать или наиграть. Любой, кто видел их вживую, знает это. Но реальность такова, что эти мнения ничего не меняют. Чингук и Тэхён продолжают жить вместе, они продолжают демонстрировать эту близость, и делают это в простых, повседневных вещах. Удивительно то, что их связь формируется не словами, а действиями, которые они делают, не задумываясь. Когда они близки, все в них меняется естественным образом, они смотрят друг другу в глаза, они прикасаются друг к другу, как будто это самое обычное дело в мире, они подходят друг к другу без страха и колебаний. И они делают это так часто, в самых разных ситуациях, что это больше не кажется отдельным жестом, это часть их совместной жизни. Например, на предыдущих живых выступлениях мы видели, как Чингук обращает внимание на каждую деталь, когда Тэхён рядом. Это может быть что-то совсем простое, например, дать ему поесть, поправить ему одежду или пригласить на свидание после тренировки. Это небольшие действия, но они так много значат. Если Чингук подходит к Тэхёну с уверенностью, если Тэхён улыбается по-другому, когда он с ним, если они ищут друг друга даже в тишине, это не игра, это привычка. В конце концов, это был не один момент или одна трансляция, мы видели это на концертах, интервью, программах и даже случайных трансляциях. Где бы они ни были, динамика повторяется, то, как они смотрят друг на друга, как они делятся простыми вещами, доверие, которое они испытывают друг другу, это всегда очевидно, и именно это делает Тэхёна таким сильным. Те, кто этого не принимает, продолжат строить теории, сравнивать себя с другими или искать объяснения, которых нет. Но правда в том, что нечего придумывать. Чингуку и Тэхёну не нужно объяснять то, что у них есть, потому что они и так показывают это каждым жестом. Не нужны пафосные слова или публичные заявления, их истинные лица раскрываются в их самых простых, самых человеческих проявлениях. Never stop, I'll get it if I want it.